Я приветствую всех на моем канале, и мы сегодня с вами вяжем вот такой вот летний топ в форме бабочки. Состоит он с каждой стороны из двух таких вот крыльев, скажем так, с одной стороны и с другой стороны. Само туловище вот это я связала отдельно. Сзади завязывается на завязках, сверху тоже завязки. Вот таким вот образом выглядит. Верхнюю часть у меня завязки вот я здесь на кончике связала. Нижнюю часть завязки я сделала посередине. Их также можно сместить выше, ниже, как вам лучше подходит. Можно и на самом низу сделать завязки. Мне, например, подошло вот здесь больше посередине. Но это вы можете сделать на свое усмотрение. Как я уже сказала, как вам подходит. С внутренней стороны я вшила чашечки. Можете вшивать, можете не вшивать. Тоже по вашему усмотрению, как вам больше нравится. Я, например, вот сюда вшила чашечки, обшила их белой тканью. Вот так вот выглядит. Я вам желаю приятного просмотра. Для этого топа я использую пряжу из хлопка 115 метров, 50 грамм, 115 метров. Крючок я использую номер 3. Можно крючок подобрать. Здесь на пряже не написано, какой лучше подходит, но я использовала номер 3. Можно взять чуть меньше или чуть больше, смотря как вы вяжете. Для размера S-M понадобится примерно 150 грамм пряжи. На XS, быть может, даже хватит и 100 грамм, смотря какой размер у вас груди. Я вязала вот этот топ на размер 75D, довольно-таки большой. Как его поменять на другие размеры, я вам также покажу и расскажу. Ну вот этот размер, он именно на 75D я вязала. Вязание мы начинаем с середины. Вывязываем сначала одну сторону, вверх-вниз. Потом вывязываем вторую сторону, вверх-вниз. И само тело я связала отдельно. Начинаем вязание. Для этого я завожу крючок под нить. Поднимаю нить чуть выше, прокручиваю крючок, держу нить вот здесь внизу и провязываю первую воздушную петлю. Эту петлю мы используем как кольцо амигуруми. Теперь я провязываю 3 воздушные петли. И в первое кольцо я провязываю первый столбик с накидом. Теперь вяжу еще один столбик с накидом в это же кольцо. Теперь 2 воздушные петли. И в кольцо вяжем 3 столбика с накидом. Первый столбик с накидом, в это же кольцо второй столбик и третий столбик с накидом. Вот так вот выглядит. 2 воздушные петли. И опять мы вяжем в кольцо 3 столбика с накидом. Ниточку можно, которая у нас висит, ее можно тоже прихватить, чтобы у нас потом не распустилась. И еще раз 2 воздушные петли. И в это же место в кольцо я вяжу 3 столбика с накидом. Первый, второй столбик и третий столбик с накидом. Вот таким вот образом выглядит. И теперь вот здесь мы соединяем вязание одним столбиком с накидом. Накид
Завожу крючок в третью петлю снизу. Вот сюда завожу крючок, протягиваю петлю и провязываю обычный столбик с накидом. Таким вот образом мы соединили за место воздушных петель. 3 воздушные петли. И теперь сюда же, в это же место, завожу я крючок. И вяжу первый столбик, второй столбик с накидом. Теперь 2 воздушные петли. И вяжу сюда опять же 3 столбика с накидом. Первый, второй и третий столбик с накидом. Таким образом выглядит. Теперь я вяжу 1 воздушная петля. Вот у нас здесь 3 столбика, в средний столбик я вяжу 1 столбик с накидом. 1 воздушная петля. И теперь в следующую арочку, вот сюда я завожу крючок и провязываю 5 столбиков с накидом. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый и 5 столбик с накидом. Теперь вяжу 2 воздушные петли и сюда в эту же арочку я провязываю 3 столбика с накидом. Первый столбик, второй столбик и третий столбик с накидом. Таким образом у нас выглядит. То есть у нас получается вот здесь 2 арочки и вот здесь 2 арочки, где мы сейчас провязали. Вот здесь вот 3 столбика, посередине 1 столбик, потом 5 столбиков с накидом и в конце 3 столбика с накидом. Теперь мы с вами поворачиваем вязание. И теперь при помощи соединительных петель я передвигаюсь в левую сторону. Крючок я завожу в среднюю петлю, вот здесь у нас средний столбик, за заднюю стенку. И провязываю соединительную петлю вот таким образом. Завожу крючок, протягиваю нить через эту петлю и через вторую сразу. Вторую соединительную петлю. И теперь вот в эту вот арочку я тоже завожу крючок, протягиваю нить и протягиваю ее через вторую петлю. И таким вот образом мы продвинулись влево с вами. Теперь я вяжу 3 воздушные петли. И в эту же арочку я провязываю 2 столбика с накидом. Первый столбик и второй столбик с накидом. Теперь провязываю 1 воздушную петлю. И теперь мы с вами вяжем. Здесь вот у нас 5 столбиков. Мы вяжем в каждый столбик, то есть мы вот здесь вот сверху с вами вывязываем верхнюю чашечку. Здесь у нас будет прибавление идти. Это вот мы с вами начнем вывязывать. То есть вот здесь у нас 5 столбиков, я из каждого столбика вывязываю 2. То есть мы в каждую петлю делаем прибавление и провязываем все вместе 10 столбиков. В каждый столбик по 2 столбика я провязываю. И получается у нас 10 столбиков с накидом. Вот так вот у нас выглядит. 10 столбиков мы с вами провязали. Одна воздушная петля.
Вот здесь вот у нас столбик посередине, сюда я также провязываю один столбик, одна воздушная петля. И теперь у нас вот здесь получается нижняя часть, мы ее тоже будем вывязывать. Вот теперь мы вот здесь с этой стороны, с нижней стороны вывязываем вот эту часть. Здесь вот у нас 3 столбика с накидом в предыдущем ряду. И теперь я провязываю в каждый столбик по 2 столбика с накидом. То есть у меня 3 столбика было в предыдущем ряду, и мы сейчас вывязываем 6 столбиков. В каждый столбик по 2 столбика. Воздушная петля, и теперь вот здесь в арочку я провязываю 3 столбика с накидом. И вот таким вот образом выглядит. Разворачиваю вязание, и так же как мы начинали до этого, вот здесь вот у нас этот край получается вывязывается, и мы это делаем при помощи соединительных петель. То есть делаем точно так же, как мы уже делали. Завожу крючок в средний столбик, вот здесь за заднюю стеночку, и провязываю соединительную петлю. Первую, в следующий столбик, вторая соединительная петля. И теперь в арочку завожу крючок, третья соединительная петля. Таким образом мы передвинулись влево. Теперь 3 воздушные петли и 2 столбика с накидом. И этот край у нас всегда остается одинаковым, то есть мы его постоянно повторяем. Одна воздушная петля. И теперь у нас вот здесь нижняя часть нашего топа. И я провязываю в первый столбик, делаю прибавку, во второй столбик провязываю столбик с накидом. Во второй столбик делаю прибавку, в третий столбик столбик с накидом. В следующий столбик делаю прибавку, и в последний столбик вяжу один столбик с накидом. И таким образом у нас получается. Одна воздушная петля и столбик с накидом в столбик предыдущего ряда. Одна воздушная петля. То есть эта полоска у нас будет повторяться. Теперь мы вяжем верхнюю часть топа, там, где у нас больше столбиков. В первый столбик я вяжу 2 столбика с накидом. Во второй столбик я вяжу 1 столбик с накидом. В следующий столбик я вяжу 2 столбика с накидом. В следующий столбик 1 столбик. То есть мы провязываем 1 столбик и 1 прибавку. 1 столбик и 1 прибавку. И так вяжем далее. Я полностью все столбики провязала. Последнюю петлю у меня также получается прибавка. Одна воздушная петля. И теперь вот здесь в арочку я провязываю 3 столбика с накидом. Теперь мы поворачиваем вязание. И также соединительными петлями мы продвигаемся в левую сторону. Начало вяжем всегда одинаково. В первую арочку теперь вяжу 3 воздушные петли и 2 столбика с накидом. Одно единственное, я сейчас продолжаю вязать вторую часть. И у меня повернулось вязание. То есть я сейчас сначала провяжу нижнюю часть топа, а потом верхнюю. Вот эта вот нижняя часть топа.
И здесь я прибавляю в каждую третью петлю, делаю я одну прибавку. То есть вяжу в первую петлю я 2 столбика, и теперь сначала я провязала прибавку 2 столбика. Теперь опять вяжу прибавку, 2 столбика с накидом. Опять делаю прибавку. Два столбика с накидом. Я здесь провяжу, в общем, 12 столбиков. Мы провязали с вами нижняя часть топа. Это в каждую третью петлю я провязала одну прибавку. Одна воздушная петля, 1 столбик, 1 воздушная петля. И теперь мы с вами вяжем верхнюю часть топа, то есть чашечку саму. И здесь я делаю прибавку в каждую вторую петлю. В первый столбик я провязываю прибавку, то есть 2 столбика, и теперь 1 столбик с накидом. В следующую петлю провязываю прибавку, 1 столбик с накидом. И так продолжаю вязать дальше, то есть каждую вторую петлю я делаю прибавку. И так вяжем до конца ряда. Вот я провязала. В этой части я провязала, в общем, 24 столбика. Вот я сейчас еще раз покажу. Это вот у нас большая чашечка. Как я уже говорила, довольно-таки большой размер. Здесь можно петель провязать больше или меньше. То есть можно немножко меньше делать прибавок, чтобы чашечка получилась поменьше. Но в принципе, я думаю, что может даже подойдет для всех размеров. Потом позже я вам еще раз покажу. Можно по своему бюстгальтеру посмотреть, просто прикладывать и смотреть, как выглядит на свой размер. Это я вам еще раз потом попозже я вам покажу, как можно это сделать. И теперь здесь мы в конце ряда довязываем. Воздушная петля, и в последнюю вот эту арочку провязываем еще раз 3 столбика с накидом. Теперь вяжем следующий ряд. Также соединительными петлями я продвигаюсь в левую сторону. 3 воздушные петли и 2 столбика с накидом. Теперь мы вяжем одну воздушную петлю. У нас получается 6-й ряд, если я правильно прочитала. И здесь мы делаем прибавку в каждую 4-ю петлю. Одна воздушная петля. В первый столбик я провязываю прибавку. Теперь вяжу 3 столбика с накидом. И в следующий столбик провязываю одну прибавку. И так вяжу дальше. То есть мы сейчас вяжем большую чашечку. 3 столбика, 1 прибавка. 3 столбика, 1 прибавка. И так вяжем дальше. Как я уже сказала, это мы вяжем большую чашечку. И так провязываем до конца.
Я вот здесь провязала, у меня получается 30 петель. Теперь вяжу 1 воздушная петля, 1 столбик, 1 воздушная петля. И теперь мы здесь также провязываем прибавление. Это у нас маленькая сторона. В первый столбик я вяжу прибавку. И теперь вяжу 3 столбика с накидом. Первый, второй и третий столбик. И в 4-й столбик я вяжу прибавку. Итак, вяжем дальше. 3 столбика с накидом, 1 прибавка. И у нас здесь получается все вместе 15 петель. Довязали до конца ряда. 1 воздушная петля. И в арочку я провязываю 3 столбика с накидом. Разворачиваем вязание. Теперь мы вяжем следующий ряд. Точно так же я передвигаюсь соединительными петлями и начинаю вязание с 3 воздушных петель и 2 столбика с накидом. Первый столбик и второй столбик с накидом. 1 воздушная петля. И теперь я делаю здесь прибавку в каждую 5-ю петлю. Это у нас получается 7-й ряд. Так что у нас вот здесь в нижней маленькой части будет 18 петель, а в большой верхней чашке у нас будет 36 петель. То есть в каждую 5-ю петлю я буду прибавлять, вязать прибавку. То есть здесь у нас 36 будет в большом, а в маленьком 18 петель. Этот ряд мы провязываем самостоятельно. То же самое все получается. Вот я провязала. И теперь я вяжу 2 ряда без прибавлений. Все как есть по рисунку. То есть точно так же я начинаю. Вяжу в начале ряда 3 воздушные петли, 2 столбика. Одна воздушная петля. И теперь в каждый столбик я провязываю по 1 столбику. Здесь вот так же, как мы до этого вязали. Здесь следующие столбики. В общем, провязываем все полностью по рисунку, так как мы до сих пор вязали. Провязываем 2 ряда самостоятельно. Поворачиваем вязание, потом у нас второй ряд точно так же провязываем. 2 ряда я провязала, и теперь мы с вами делаем прибавление только в начале ряда. Воздушная петля. И я, как я уже сказала, прибавление делаю в первый столбик. Вот здесь я провязываю 2 столбика. В первую петлю я провязала прибавление. Теперь вяжу в каждый столбик по столбику, и в конце чашечки, вот здесь последний столбик, я также делаю прибавку. То есть в первой и последней петельке мы прибавляем. Также с другой стороны в маленькой чашечке также в первую и последнюю петлю я делаю прибавление. И таким образом мы провязываем 5 рядов. То есть в первую и последнюю петлю мы провязываем прибавление и вяжем таким образом 5 рядов. Я провязала 5 рядов, у меня сейчас в общем получается здесь вот 14 рядов. С 15 ряда мы будем обе части вязать отдельно.
нижнюю и верхнюю часть, они будут вязаться отдельно. И теперь я вам покажу, как можно примерно посмотреть, как подходит на ваш размер или нет. Вот это у меня размер 75D, как я уже говорила, довольно-таки большой. Вот так вот я прикладываю, вот эта линия должна быть примерно ровной, чуть ниже вот здесь середины. Вот так прикладываем и смотрим, как выглядит. И теперь вот у меня вот здесь вот сбоку, здесь вот этот край, ну вот сбоку, я провязала примерно один ряд длиннее этого края. Вот так вот у меня получается. Вот так вот лежит, в принципе, хорошо по размеру подходит. И теперь я вам покажу маленькие размеры. Это у меня где-то 75А или 70А примерно. Вот так также мы прикладываем. Смотрим, как выглядит. Но я должна сказать, что немножко вот в высоту я бы, конечно, меньше сделала вот здесь прибавок. То есть, может быть, даже подойдет. Нужно просто на себя примерить тоже. Здесь вот край будет длинновато, боковой край. То есть у меня здесь где-то 3 ряда выше. На 2-3 ряда нужно провязать короче. В общем, получается, вот я где-то вот здесь у меня край. То есть 3 ряда можно на 3 ряда меньше провязать, на 2-3 ряда меньше провязывать. И также вот здесь нужно будет немножко поменьше провязать рядов. На пару рядов вот с этой стороны, когда мы еще вместе вяжем, нужно меньше провязать. Можно сделать еще следующим образом. Можно вот этот нижний край разделить на 3 части примерно. На 3 части, 2/3 мы вяжем практически вот это вот все вместе, примерно на 2/3. А 1/3 часть мы вяжем потом уже отдельно. Так можно примерно сориентироваться. То есть 2/3 мы обе чашки вяжем вместе. И потом довязываем край. Ну, вот так вот примерно я вам объяснила, как можно подогнать под свой размер. И теперь мы продолжаем вязание. То есть мы обе вот эти стороны теперь вяжем по отдельности. Вот у меня здесь нитка, как раз она на нижней части. Я здесь продолжаю вязание. То есть я вывязываю сначала нижнюю часть. Можно вывязать тоже и верхнюю часть сначала, как у вас получится. Я не хочу отрезать нитку. То есть начинаем вязание точно так же. Я передвигаюсь сначала соединительными петлями влево. И вяжу 2 столбика, 3 воздушные петли и 2 столбика с накидом. И теперь мы с вами будем вязать убавление. В первую петлю завожу крючок, провязываю первые 2 петли. Сначала воздушную петлю забыла я. То есть первую петлю завожу крючок, провязываю 2 петельки, 2 петли на крючке. Еще раз накид, протягиваю нить и провязываю первые 2 петельки. Еще раз завожу крючок, протягиваю нить, первые 2 петли провязываю. И теперь у нас 4 петли на крючке, все 4 провязываю вместе.
мы провязали убавление, и теперь провязываю в каждый столбик по одному столбику с накидом. И так вяжем до конца ряда, не до конца ряда, а до конца нижней части. Здесь у меня остались 3 столбика последние, и эти 3 столбика я убавляю. Опять же завожу крючок, провязываю 2 петли, накид, завожу крючок, провязываю 2 петли, еще раз накид, протягиваю нить, 2 петли провязываю, 4 петли, все 4 петли провязываю вместе. И мы связали еще одну убавку. 1 воздушная петля, и в столбик, вот это вот, где у нас столбик с накидом, вернее вот здесь в первую арочку я провязываю 3 столбика с накидом. То есть мы теперь разделим край. Край мы будем также здесь вывязывать, как и с другой стороны. И то же самое повторяем. Соединительными петлями я двигаюсь в левую сторону до воздушной петли, 3 воздушные петли и 2 столбика. То есть мы край с левой и с правой стороны будем вязать одинаково. И теперь продолжаем вязание. Теперь вяжем опять убавление. Первые 2 петли провязываю, в первую, в следующую петлю, опять же 2 петли, и в третью петлю, опять же первые 2 петли провязываю. 4 петли, все 4 петли провязываю вместе. Все остальные столбики провязываю до конца ряда. В каждый столбик я вяжу по столбику с накидом. В конце ряда у меня остались 3 петли. И теперь делаю также убавку. 4 петли, все 4 петли провязываю. 1 воздушная петля. И теперь вот сюда в арочку. Здесь я провязываю еще вторую воздушную петлю. И в арочку провязываю 3 столбика. Провяжу все-таки одну петлю, посмотрим, как будет выглядеть. 3 столбика с накидом. Разворачиваю вязание. И таким образом мы вяжем дальше. То есть опять я передвигаюсь соединительными петлями влево, там, где у нас была воздушная петля. И вяжу 3 воздушные петли и 2 столбика с накидом. Одна воздушная петля, убавляем петли, вяжем столбики, в конце ряда опять же убавляем 3 петли и вяжем 3 столбика с накидом в конце ряда. Я вам сейчас покажу другую сторону. То есть вот таким образом мы вяжем, пока мы полностью все петли не убавим. Вяжем следующие ряды, и в конце я вам тоже покажу, как я сделала в конце, как я закончила работу. Вот я довязала. У меня здесь сейчас осталось 4 петли посередине. И теперь я убавляю первые 2 петли, потом вторые 2 петли. Первые 2 петли провязала. И теперь провязываю все 3 петли. Третью я тоже провязываю. И теперь вторые 2 петли точно так же. Накид, первые 2 петли
провязываю, накид, первые 2 петли провязываю, 3 петли, все 3 петли провязываю. Вот 2 раза мы провязали таким образом. 1 воздушная петля, и в следующую в арочку я провязываю 3 столбика с накидом. Вот так вот выглядит. Разворачиваю вязание и повторяем. Я двигаюсь соединительными петлями влево. 3 соединительные петли, как до сих пор мы делали. 3 воздушные петли и 2 столбика. Теперь я вот здесь вот средние петли пропускаю, и вот здесь с краю я провязываю 3 столбика с накидом. Я забыла провязать воздушную петлю между ними я тоже провяжу. И теперь вот сюда 3 столбика с накидом. И опять разворачиваем вязание. И опять начинаем также вязание. Двигаемся влево. И провязываем 3 воздушные петли. И в это же место 2 столбика с накидом. И вот таким вот образом выглядит нижняя часть. Одна сторона и другая сторона также. Вот так вот выглядят обе стороны. И теперь мы с вами будем вывязывать большую чашку. На большой чашечке мы вот от этого угла провязываем еще 6 рядов, так же как мы вязали до этого с прибавкой в начале ряда. То есть в начале ряда я также прибавляю по одной петле сверху и снизу. Вот, то есть вот я начинаю вот здесь вот отсюда начинаю вязание, вот сюда завожу крючок. И также начинаю вязание 3 воздушные петли и 2 столбика с накидом. Первый столбик и второй столбик с накидом. То есть мы ввязываем точно так же край, как и с другой стороны. 1 воздушная петля, и в первую петлю я делаю прибавку. 1 столбик и 2 столбик. Теперь я вяжу в каждый столбик по 1 столбику и вяжу до конца ряда. Ну, то есть мы вяжем его до конца ряда. В последнем столбике мы здесь тоже сделаем прибавку. То есть продолжаем так же вязать, как мы вязали до этого с прибавками. Вяжем самостоятельно. В общем, мы провязываем 6 рядов. Можно провязать больше или меньше. И после мы вывязываем вторую половину. Точно так же, как и эту половину мы вывязывали. То есть я начинаю вязание. Вот здесь у нас вот воздушные петли. Вот сюда я завожу крючок. Верхняя сторона у нас вот здесь сейчас. Беру нить. И начинаю с 3 воздушных петель. И 2 столбика с накидом. Первый столбик и второй столбик с накидом. 1 воздушная петля. Теперь вот у нас здесь 3 столбика с накидом.
Мы вывязываем сначала большую часть, и потом маленькую. Вот здесь в эту же арочку я провязываю 5 столбиков с накидом. Пять столбиков мы провязали. Это вот первые 5 столбиков. Потом провязываем верхнюю часть, большую чашку. 1 воздушная петля. И теперь посередине во второй столбик из 3 я провязываю столбик с накидом. Еще 1 воздушная петля. И в следующую арочку, вот здесь я завожу крючок, провязываю первый столбик с накидом, второй столбик с накидом и третий столбик с накидом. Одна воздушная петля. И сюда же завожу крючок и провязываю еще 3 столбика с накидом. Первый, второй и третий столбик с накидом. Это у нас будет нижняя часть нашего топа. Повторяем вязание. Я поворачиваю работу и вяжу 3 соединительные петли. Первая, вторая, третья петля. 3 воздушные петли и 2 столбика с накидом. Одна воздушная петля. И теперь у нас вот 3 петли. Это нижняя часть. Я в каждую петлю провязываю по 2 столбика. И в общем провязываем 6 столбиков с накидом. Один столбик забыла. Одна воздушная петля. В средний столбик вяжу 1 столбик, 1 воздушная петля. И с этой стороны мы провязываем, здесь у нас 5 столбиков было. В каждый столбик также я вяжу прибавку, то есть провязываю 2 столбика. И у нас будет в общем 10 столбиков с накидом. Одна воздушная петля. И сюда вот в арочку провязываю 3 столбика с накидом. Первый, второй и третий столбик с накидом. И дальше вяжем все, как мы уже с вами вязали. Все то же самое. И вяжем вторую часть. Я связала, вот выглядит таким образом. То есть после вот здесь, где мы разделяем вот эту часть, я связала 6 рядов. Можно связать также больше или меньше. Можете ширину подогнать под свой размер. И теперь я вам покажу, как можно шнуры связать. Они у меня на всех 3 концах, на больших 2 и на маленьком тоже. Можно вот здесь прям внизу связать. Я потом переделала в своем, посередине связала. Сейчас я вам покажу вот здесь на самом кончике. Заводим крючок где-нибудь в одно место. С одной стороны протягиваю нить
Еще раз завожу крючок с другой стороны, протягиваю нить, 2 петли, и теперь я провязываю как столбик без накида. Теперь я завожу крючок в левую петлю, которую мы вытягивали, и протягиваю также одну петлю. У меня опять 2 петли на крючке, и я обе протягиваю. Через обе протягиваю нить. Итак, мы повторяем. Вот у меня вот здесь 2 петли, под предыдущие петли, в левую завожу крючок, протягиваю нить, 2 петли, обе протягиваю. В левую опять завожу крючок, протягиваю нить и 2 петли провязываю. И таким вот образом я вяжу шнуры. В левую петлю завожу крючок, протягиваю и обе провязываю. Таким образом можно связать по длине. Смотрите сами, как вам подходит. Длиннее, короче, как вам нравится. Вот так вот выглядит шнур. Вот, и теперь нам осталось связать вот это вот само туловище. Я его связала отдельно и потом пришила по-другому, потому что у меня как-то не получилось. Здесь мне еще нужно ниточки поубирать. Вот так вот он выглядит. И сейчас мы с вами его тоже свяжем. Берем нить, крючок завожу под нить, поднимаю нить вверх и прокручиваю. Держу нить вот здесь вот внизу и вяжу первую воздушную петлю. Сильно ее не затягиваем. Теперь вяжу 3 воздушные петли. И в первую петлю завожу крючок. И провязываю первые 2 петли. 2 петли остаются на крючке. Итак, повторяю. Накид, завожу крючок, протягиваю нить, первые 2 петли провязываю. Еще раз накид, протягиваю нить, 2 петли провязываю. Еще раз накид, 2 петли провязываю. Теперь у нас 5 петель на крючке, все 5 я провязываю. И затягиваю сверху и снизу. 1 воздушная петля. И снизу теперь можно тоже затянуть. Это вот был нижний элемент. Теперь вяжу 3 воздушные петли. Теперь мы вяжем второй элемент. Накид, завожу вот здесь в вершину крючок. Вот здесь вот у нас такая перемычка. Протягиваю нить, 2 петли провязываю. И повторяем второй раз. Первые 2 петли провязываем. Третий раз. Четыре петли у нас на крючке. Четвертый. 5 раз мы провязали. 6 петель. Еще раз провязываем и еще раз провязываем. То есть у нас второй элемент должен быть больше, чем первый. И теперь можно полностью провязать. Вы смотрите сами, как вам подходит. Можно больше столбиков провязать, можно меньше. Воздушная петля.
И теперь вот второй элемент, он такой побольше получился, что нам и нужно. Теперь мы вяжем третий элемент. Во втором элементе я провязала 8 столбиков, в третьем элементе мы точно так же можем провязать, например, 10 столбиков. Точно так же провязываем. То есть я здесь провяжу 10 столбиков, а потом посмотрю, как будет выглядеть. У нас вот здесь вот получается вот эта голова и вот 4 элемента, это туловище. Можно связать 3 элемента, можно связать 4 элемента. Смотрите сами, как вам больше нравится. Можно, в принципе, нижний элемент убрать или наоборот. Здесь уже можно смотреть индивидуально, кому как понравится. Вот я довязываю 10 столбиков. Теперь все петли провязываю вместе и одна воздушная петля. Теперь мы вяжем следующий элемент, четвертый. Его я вяжу из столбиков с 2 накидами, то есть 4 воздушные петли, 2 накида. Также заводим крючок. Первые 2 петли провязываем, вторые 2 петли. 2 петли остаются на крючке, 2 накида. Протягиваю нить, первые 2 петли, вторые 2 петли протягиваю. 2 накида, завожу крючок, протягиваю нить, первые 2, вторые 2 провязываю. И так вяжу. Дальше я попробую провязать 10 столбиков с 2 накидами и посмотрим, как будет выглядеть. Вот я 10 столбиков провязала, и теперь все петли провязываю и затягиваю одной воздушной петлей. Вот так вот у нас получается, в принципе, вполне достаточно. И теперь мы с вами свяжем еще голову, 3 воздушные петли, и в это же место заводим крючок. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. И теперь можно затянуть и посмотреть воздушными петельками, подходит или нет. Вот так вот выглядит. Теперь вяжем сверху, что получается, ушки, 5 воздушных петель. Провязала я. Во вторую воздушную петлю завожу крючок, протягиваю нить и вяжу соединительную петлю. В следующую петлю также соединительную, вторую, следующую также. И так провязываем соединительные петли до низа. Теперь вот в эту вот среднюю петлю. Таким образом выглядит. Теперь провязываю опять 5 воздушных петель. И во вторую воздушную петлю завожу крючок, провязываю соединительную петлю. И вяжем теперь опять соединительные петли до низа. Еще раз в самом низу где-нибудь я завожу крючок, чтобы соединить. И еще одну соединительную петлю провязываю. Вот так вот. Усики или ушки, что у них там, не знаю. Вот таким образом
выглядит. Потом я вот здесь еще присоединила, пришила. Дополнительно еще немножко стянула. Вот здесь вот в этих местах я еще нитью практически вот так вот затянула немножко. Несколько раз можно вот так вот обвить. Затянуть и пришить. Все хорошо поправляем. Нитки можно вот здесь потом внизу отрезать и привязать к вашему топу. Посмотрите, где лучше. Я просто их продела нитки и привязала его. Вот так вот здесь между вот этими элементами я обвела его еще раз и привязала таким образом. То есть в следующем тоже вот здесь вот так же обматываю, отрезаю нити и точно так же. Вот так несколько раз можно обвить, обмотать. Все хорошо поправляете и потом привязываете к топу. Вот и все в принципе. Все потом ниточки отрезаете, все убираете, и в принципе мы с вами закончили этот топ. Я вам желаю приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите ваши желания, что бы вы хотели увидеть на моем канале. Буду очень рада, и до следующей встречи.